Так, что такое стримы? Стримы в Cubix это способ хранения и обработки информации, можно так сказать. Главная таблица в базе данных, где хранятся стримы, это streams stream. Ты видишь мой экран, да? Да. Вот, это таблица с названием streams stream. В этой таблице хранятся, это основная таблица, где хранятся стримы. Что здесь в этой таблице? Здесь есть такие поля, как Publisher ID, это идентификатор юзера, который является владельцем стрима, тот, кто его опубликовал. Дальше идет name, это имя стрима. Insert time, update time, это время добавления и обновления. Тип стрима тоже очень важное поле, к какому типу относится стрим. Но титул стрима это заголовок стрима, иконка это иконка по умолчанию, которая будет отображаться, когда стрим выводится на клиент. Контент это что-то, какое-то поле, которое содержит какое-то содержание стримов, да, оно не всегда бывает заполненным. Атрибуты, например, содержат атрибуты, которые соответствуют данному стриму. Например, вот у какого-то стрима есть вот атрибуты размеры 20, 40, 50. Это размеры иконки, я так понимаю. Что это за стрим? Стрим типа websites и имени, и стрим с именем communities about. Не знаю, что это за стрим, ну ладно, неважно. Так, дальше. Дальше идут уровни публичного доступа к этому стриму. В этой таблице поля read level, write level и admin level отображают, представляют собой уровни публичного доступа. То есть, каким доступом будут обладать другие юзеры, залогиненные, может быть даже не залогиненные к этому стриму. То есть read level это уровень чтения, 40 максимальный, 0 минимальный. То есть достаточно этого уровня равного 10 для того, чтобы любые юзеры могли этот стрим читать. Также здесь, если навести, видно разные уровни доступа. 10 это SI. Соответственно, если уровень 10 и выше, можно этот стрим читать. 20 равно content, это можно читать контент стрима. 30 participants, можно получать тех, кто к этому стриму подписан. И 40 messages, можно получать сообщения от этого стрима. Это рассмотрим дальше. И write level, то же самое для публичных пользователей, уровень доступа. В общем, здесь пока нам только что нужно знать, это что если этот уровень равен или больше 10, то к этому стриму можно присоединяться, то есть стать парticipantом, о чем мы говорили сейчас только что. Participants уровень 30 это чтение, можно узнать, кто на этот стрим подписан. А если write level больше или равно 10, можно на этот стрим подписаться как раз таки. Admin level пока нам не интересны, и остальные поля тоже. Например, возьмем какой-нибудь стрим, которого, самый первый попавшийся стрим возьмем, у которого read level 40, то есть максимальный уровень, его можно считывать любому пользователю отовсюду, и с именем, нет, это немножко не то. Например, возьмем стрим вот с именем Assets Plans. И с Publisher Teaching. Попробуем его прочитать на стороне сервера. Так, где тут у нас? Берем ту же самую страницу тест, которую мы до этого использовали в проекте Teaching. Так, и пишем вот такую штуку. Стрим равняется streams fetch one. Именно этот метод отвечает за чтение стримов на стороне сервера.
as user ID. Здесь пишем, какой именно юзер хочет прочитать этот стрим. Это сделано для того, чтобы для permissions, для того, чтобы ограничить доступ к стриму, для того, чтобы работала security, что ли, как это сказать. В общем, не все стримы можно читать со стороны публичных пользователей. То есть, если здесь задать пользователя, которому доступ к стриму запрещен, то он не прочтется на стороне сервера. Пускай, если мы укажем здесь null в аргументом as user ID, то будет использоваться текущий залогиненный юзер как as user. Так, publisher ID мы берем для этого стрима teaching. И имя стрима тоже копируем отсюда. Вот таким образом. И потом, когда у нас стрим, когда мы получим стрим на стороне сервера, мы попробуем вывести его поле title, его заголовок. Да? Для этого что пишем? Пишем echo stream title. Просто напечатать stream title и выйти, например. Да? Это у нас контроллер страницы тест. Идем в тест. Вот у нас страница тест. И ее передергиваем. Что у нас появляется? Появляется заголовок стрима. Subscription.plans. Что я требовал доказать. Вот этот стрим прочитался. То есть, если мы поставим сюда breakpoint и обновим страницу. Так, вот мы находимся на этой строке. Выполняем ее, и у нас получается новая переменная стрим, равная этому стриму, который мы как раз запросили по publisher ID и по вот такому вот имени. Мы наугад просто взяли какой-то стрим из базы данных. Вот его поля, publisher ID, name, время вставки, время обновления, его тип, title, иконку по умолчанию, а также уровни доступа уровни публичного доступа и остальные поля представлены здесь. Все, и теперь мы можем с этим стримом сделать все, что угодно на стороне сервера. Таким образом, стрим получается на стороне сервера. Теперь попробуем получить этот же стрим на стороне клиента. Например, у нас здесь есть кое-какая кнопка. Нет, наоборот, тогда давай сделаем. Так, здесь закомментируем обратно эти строки. Так, сделаем здесь новую кнопку Read Stream. Read Stream, и в ее хендлере напишем такой вот код. Читается стрим на стороне клиента с помощью вот такой вот конструкции. QStreamsGet.
Этот метод get у класса streams читает стримы. Здесь указываем publisher ID, то есть идентификатор того, кто опубликовал этот стрим. Мы его берем, естественно, вот отсюда, из этого поля. Ой, не то. Берем, также вставляем имя стрима. Вот оно. И здесь в функции, в callback у нас, сейчас посмотрим, как она используется в других местах. Только ошибка передается, да, в аргументах? Да, кажется, больше я ничего не вижу. Нет. Еще передается стрим вторым аргументом. Вообще скопируем начало этого callback, откуда ты это нашел, очень полезно. Тут и обработка ошибки есть. Ой. Вот, эта функция вот эта. Так, отлично. То есть в callback у streams_get передается первым аргументом ошибка, вторым аргументом stream. Stream также является контекстом этого callback. То есть можно будет написать, если нет никаких ошибок, что stream равняется this, это одно и то же. И extra. Экстра параметр это если вместе с стримом, вместе со самим стримом можно еще запросить и тех, кто не тех, кто, а экстра параметр из таблицы streams participants. Ладно, это мы позже рассмотрим, пока не будем. Просто error и stream. Так, здесь обработка ошибки, опять с помощью метода QFirst error message. Если есть ошибка, мы просто делаем alert MSG. Так, и ладно, это пока удалим. И здесь что мы? Здесь просто выведем в консоль полученный стрим. И попробуем его сейчас прочитать. Так, обновим страницу. И нажимаем на read stream, и что у нас появляется в консоли? И у нас в консоли появляется объект, как раз таки стрим, который мы запрашивали. Смотрим его поля, и что мы тут видим? Name assets plans, это именно то имя, которое нас интересует, и publisher ID teaching, да, вот teaching, то, что мы и запрашивали. И тут же также есть title, type, update time, почти все то же самое, что и на бэкэнде. И здесь мы уже на клиенте можем делать с этим стримом, также есть, передаются атрибуты, с этим стримом можем на клиенте делать уже все, что нам хочется. Таким образом, стрим получается на клиенте. Мы сможем прочитать этот стрим только в том случае, если public access у него больше или равен 10, у нас тут 40 максимальный. Если мы поставим здесь public access 0, так, вот его и исправим его, да. И попробуем еще раз получить этот стрим. Он закешировался. Нужно обновить страницу.
О, все равно получается почему-то. У него read level. Почему-то он read level не обновил у него. Или я не то сделал. Вот он пишет read level 40, write level 40 и admin level 30. А почему это? Admin level 30. То есть, если мы изменим read level на 0 у этого стрима, то при попытке его получить у нас будет ошибка. Stream stage plans is not available, он пишет, да? А в консоль что выводит? Ничего не выводит. Ну-ка, обновим-ка. Да, вот он выводит Q-alert. Alert он выводит это потому, что у нас тут вот return Q-alert message, а так он выводит ошибку. Вот какую ошибку он выводит. Stream is not available. Он говорит, что он недоступен этот стрим. Вторым аргументом стрим, естественно, пустой и все такое. Вот. То есть для того, чтобы читать стрим с клиента с уровнем доступа паблик, нужно read level иметь 10 или более. Так, поставим его обратно 40. Так, с таким образом стримы читаются на клиенте. Теперь, как стримы создаются? У меня тут есть кнопочка Create Stream. Сначала рассмотрим, как стримы создаются на стороне сервера. Так, вот обработчик этой кнопки. Мы будем создавать стрим на стороне сервера. Мы пошлем запрос на сервер по пути teaching/test. Запросим с сервера всего лишь один слот стрим. Да, и посмотрим как раз, что этот запрос на стороне сервера делает. Вот он, этот хендлер пост запроса. Да, teaching test post. Здесь мы что делаем? Здесь мы создаем стрим вот таким вот методом. Streams create. Первым аргументом передается от имени кого создается стрим. Нет, стоп, надо посмотреть. Да, вот это описание как раз этого метода. As user ID, первый аргумент, от чего имени создается стрим. Сейчас вот. The user who is attempting to create the stream. Вторым аргументом идет publisher ID. The ID of the user to publish this stream. Ясно. И третьим аргументом передается тип стрима. Не имя, а тип. Стрим в методе create передается тип стрима. Четвертым аргументом передаются поля, которые можно будет указать специально. То есть при создании стрима эти поля заполнятся именно этими значениями, которые будут в массиве. Если не будет этих полей, то возьмутся значения полей по умолчанию. И последним аргументом, нет, result я ни разу не видел, чтобы он использовался. И аргумент relate передает массив данных о стриме, к которому нужно будет этот стрим релейтить. Это мы потом рассмотрим. Relation — это отдельная тема. Да, пока рассмотрим только вот эти вот аргументы. То есть, что мы передаем? Нет, это не здесь. Вот здесь вот. Да. Мы в as user ID передаем, то есть создали переменную publisher ID, которая равняется имени проекта. Мы передаем as user ID publisher ID. Мы указываем какой-то тип стрима, streams custom, просто так взяли с потолка. И в качестве полей дополнительных, например, укажем, пускай будет
титул этого созданного нами стрима равняется, ну там, какой-то строке, да. Ну, также можно указать и другие поля, чтобы задать, например, content равняется text, например, да. И попробуем создать такой стрим. Нажимаем на Create Stream. И у меня он там... у меня там ничего не возвращается, наверное. Я чего-то жду. Да, у меня ничего нету. Такс. Тогда поставим сюда breakpoint. Нажимаем опять на Create Stream. Breakpoint сработал. Мы зашли сюда, вот этот обработчик. Так, вот на этой. И создаем стрим. И получаем его, и чему он равен, смотрим. Вот у нас переменная стрим равняется новому только что созданному стриму с полями. С какими полями? Publisher ID teaching, да, это мы вот указали. Type streams custom, да, это мы вот указали. Title, это вот строка, которую мы указали. Content, да, тоже указали. И остальные. И главное, нас интересует еще name. Как создается имя стрима, если оно не указано специально вот здесь. Вот можно указать стрима явным образом среди всех остальных полей. И имя стрима, да, будет присвоено именно этому значению. Но так как мы не указали его, Cubix по умолчанию формирует имя стрима таким образом. Он берет тип стрима, как первую часть стрима, как первую часть имени, потом слэш и какую-то случайную строку, которую он сам генерирует и сюда как бы к нему присоединяет к типу стрима. Таким образом появляется его имя. Да? Теперь скопируем это имя стрима и попробуем найти его в базе данных в таблице stream по этому имени. Так, берем SQL запрос, где имя равняется только что созданный нами стрим. И вот вот она запись, которая соответствует только что созданному стриму. Вот имя, вот Publisher ID, вот тип, title и content, который мы указали при создании. Ну и публичный доступ по умолчанию всегда выставляется как 40 10 20. Да, уровни доступа, естественно, тоже можно указать в массиве, который задает поля стрима. Там read level. Здесь я запятую забыл. Read level, write level, admin level и так далее. В общем, да, таким образом тоже указывается. Так, ну и дальше идут служебные поля, которые нам не очень интересны. Да, ясно. С этим разобрались. Таким образом, стримы создаются на стороне сервера, на бэкэнде. Теперь попробуем этот же не этот же самый, а создать стрим с этим же типом, только уже со стороны клиента. Такс, у меня тут есть, такс, где у меня, нет, не send message, ага, вот, да. Возьмем и отредактируем хендлер о кнопочке. Вместо отсылки запроса на сервер вот такую вот конструкцию. Вот таким образом стримы создаются на клиенте. q.streams.create. В качестве первого аргумента передаются детали самого стрима, то есть publisher ID и тип стрима. То же самое, что и мы имеем, то же самое, что и на стороне сервера. Да? Задается publisher ID и имя, и тип стрима. Да, но на стороне клиента не задается as user ID. As user ID, да?
Он здесь отсутствует. Почему? Потому что со стороны клиента asUserID всегда равен текущему залогиненному юзеру. То есть он автоматически берет текущего залогиненного юзера. Этот метод qstreams.create. Поэтому asUserID здесь не нужен, передается только publisher ID, тип. Ну и в callback, что там в callback? Ну-ка посмотрим, как он, что он там передает в callback. Что тормозит? Блин, подвисло. Так, да, давай посмотрим, какие аргументы будут у callback этой функции. Так, лезем на cubics.com. Кстати, у меня тут уже открыто. Да. Смотрим в клиент JS Reference. Кстати, смотри, как пользоваться документацией здесь. Ты пользуешься ей? Да, да. И смотрим на streams. Так, что у нас там? qstreams, да? Значит, просто streams. Вот сюда вот. И здесь смотрим в индексе метод create. Вот он. Да, вот здесь вот fields callback. Андрей, Да. Андрей, можно один вопрос? Да. Какая разница этой документации и документации гайд? Где еще? Гайд, там тоже есть документация гайд? Какой гайд? Не понял. Вот здесь вот? Нет, гайд это не документация. Гайд это, гайд это гайд. Это объяснение здесь как бы. Вот по разделам разбиты там вот объяснение, что такое events, requests, pages, tools. Про стрим есть здесь? Про стрим. Да, конечно, вот они. Где? Вот стрим. Целый раздел посвящен стримам. Концепция. Вот, кстати, было бы неплохо почитать. Все, что я рассказываю, написано здесь, в этом гайде на самом деле. Да? Вот, Я читал. вот messages есть, кстати, сообщения, которые мы сейчас чуть попозже будем рассматривать. Типы и также доступ рассматривается. Так, все, обратно в клиент JS. Так, streams, index, create. И здесь, что он передается в callback, мне вот интересует. Так, callback, ничего тут не написано, да? Ладно, посмотрим в код. Так, стрим в виде контекста передается, дальше какой-то месседж и стрим, и какой-то data slots icon, и какая-то icon. То есть, ясно, скорее всего, передается сюда в callback первым аргументом ошибка, если существует, вторым аргументом стрим. А также стрим передается как контекст callback. То есть здесь стрим будет равняться this. Да? Понятно. Можно и this использовать в виде стрима.
Так, и здесь, что нам интересно, просто this будем выводить в консоль, то есть получившийся стрим. Да, Publisher ID мы задаем текущего залогиненного юзера. А почему залогиненного, собственно? Мы тут что составим? Пусть будет так. Угу. И посмотрим, что у нас из этого получится. Так, переходим на тестовую страничку. Упс, internal server error. Почему-то. Это, наверное, из-за задержки. Нет, вроде бы, я тут все дебажу. Так, и делаем, нажимаем Create Stream. И что же мы получаем? Так, Options, Stitching, что это такое? Stream. Ничего не понял. Вот, сообщение, это просто response, да. Вот, сообщение об ошибке. This application doesn't support streams of type streams custom. Вот, о чем это говорит? Это очень важная такая штука. В Cubix на стороне сервера можно создавать стримы любого типа, даже не объявляя их заранее, да? То есть мы взяли тип стрима, какой-то там от балды вписали, и стрим у нас создался, все хорошо. Но на стороне клиента, для того, чтобы со стороны клиента создавать стримы, нужно типы стрима возможные заранее указывать в конфиге application, где открываем конфиг app.json у application, ищем секцию streams, и здесь в секции types определяем, вот тут у нас уже определен какой-то тип streams test. Streams test с ключами edit и create true. Что обозначают эти ключи? Эти ключи обозначают, что со стороны клиента можно стрим как редактировать, так и создавать. То есть, да, что-нибудь одно false поставить, например, здесь вот поставим edit false. Таким образом получится, что с клиентом мы сможем стрим только создавать, но не можем его редактировать, да? Понятно. То есть мы сюда вставляем еще одну секцию, такую же. Для типа Streams Custom. Именно для того типа, который нас и интересует. Да, edit и create. Также здесь можно указать поля, которые будут задаваться по умолчанию. Можно указать поля по умолчанию прямо здесь, в запросе, то есть title равняется test title. Наряду с полями Publisher ID и Type. А можно указывать еще и в конфиге. То есть здесь только я не помню как. Сейчас посмотрим, где это делается. Так, заглянем в какой-нибудь конфиг другого проекта. Например, Hill Streams. Так, вот, Defaults. Ага. Так, все, вышли. Вот такая вот конструкция, да, я в какой-то другой проект посмотрел, types, сюда нужно нам вставить
в конфиг, где, вот он, ключ defaults. И внутри у нас JSON-объект с полями, которые задаются по умолчанию. Например, здесь поставим поле content равняется content from config, напишем. И в title тоже, например, напишем title from config. То есть мы задали значение некоторых полей по умолчанию. В конфиге. А также мы задали поле title явным образом прямо в запросе, когда создаем стрим. Так, стрим с типом streams custom. Определяем в конфиге streams type streams custom. Ставим ему edit true, create true. Create true означает, что мы можем создавать этот стрим со стороны клиента. И указываем какие-то поля по умолчанию для этого стрима, которые будут создаваться. И пробуем опять его, да, обновим сначала страничку, потому что мы обновили JavaScript-овый код. Да, и пробуем создать стрим. И мы получаем в ответе что? Мы получаем в ответе созданный объект, созданный стрим, да, только что. Вот он, этот объект у нас получается. Почему? Потому что мы его выводим в консоль. Console.log равняется this. В callback у QStreamsCreate контекст равняется стриму. Можно даже также стрим брать из аргументов. Так, какое имя стрима получилось? Вот streams custom и какая-то случайная строка. Да, вот что. Title какой? Title у нас test title. Именно тот, который мы задали в запросе. Явным образом. А content у нас, где content, кстати? Ага, да, нет, не он. Ага, вот content у нас равен content from config. Значение по умолчанию, которое мы поставили где? В конфиге. Вот оно. Вот такой вот у нас создался стрим. Так, сейчас посмотрим его в базе данных. VName равняется, да, вот так вот. Так, вот его, вот он в базе. Да, content from config и test title. Так, все ясно. Да? Так, теперь следующее, что? Теперь мы попытаемся послать из этого стрима, от имени этого стрима, вернее, или в этот стрим, наверное, лучше сказать, послать в этот стрим месседж, сообщение, для того, чтобы получить его на стороне клиента. Так, что для этого нужно сделать? Для этого есть специальная кнопочка Send Message. Сейчас посмотрим ее обработчик. Где он? Так. Вот он, Send Message. Сначала попробуем послать сообщение. Нет, вообще-то не сначала, сообщения со стороны, сообщения шлются только со стороны бэкэнда, со стороны сервера. Так, шлется нам при нажатии на кнопку Send Message Request в Teaching Test и в слот, в Get Slot Message. То есть смотрим, где он. Так, message. И здесь мы делаем такую конструкцию. Сначала получаем стрим,
с помощью метода streamsFetch1. Здесь мы используем в виде первого аргумента текущего юзера, пускай будет текущий юзер, null это текущего юзера будет использовать в виде publisher ID tags. Мы будем использовать только что созданный стрим, например. Только что созданный стрим, да, join. Publisher ID у нас будет, ну, в принципе, тот же самый текущий юзер. Почему? Потому что я его создавал от своего имени с клиента и задавал ему Publisher ID залогиненного юзера. И имя стрима задаем, ну, вот это вот. Так, вот такое имя стрима. И потом берем и делаем стрим пост. Метод пост как раз таки делает что? Шлет сообщение в этот стрим или от имени этого стрима. Тут же как. Первым аргументом передается имя, идентификатор юзера, от которого шлется этот стрим. Пусть он будет равен, нет, вообще даже вот так вот сделаем. Logit user ID равняется вот такая вот конструкция. То есть мы получаем идентификатор залогиненного текущего юзера с помощью users logit in user метода. Здесь в качестве аргумента мы передаем true, если имеется в виду, если юзер не залогинен, то выдавать throw exception, то есть выдавать exception, ошибку. Вот, если залогинен, никакой ошибки не будет, он просто вернет ID. И используем этот идентификатор в обоих случаях, как из user ID, как publisher ID, а также и пошлем сообщение именно от этого юзера. Именно от этого юзера. Дальше в массиве передается тип сообщения. Именно по этому типу мы будем это сообщение ловить на клиенте. И также передаются какие-то инструкции, ну просто массив с какими-то параметрами, там, да, которые будут использоваться на клиенте. Последний аргумент true означает здесь skip access, то есть игнорировать все уровни доступа. То есть, другими словами, если бы здесь стоял какой-нибудь другой юзер и у него не было бы прав слать сообщение от имени этого стрима, и здесь не было бы true, то этот метод выдал бы exception. You don't have permission. Нет прав для того, чтобы слать это сообщение. Если здесь указываем true, никакие пермишины не проверяются, просто шлется сообщение напрямую и все. Так, вот таким образом. И попробуем нажать на эту кнопку, которая будет слать запрос, get запрос как раз в этот message. Да, и сделаем здесь вот, поставим breakpoint. Так, пробуем. Send message нажимаем. Так, breakpoint сработал. Здесь у нас что такое? Так, logit in user ID. Да, определился идентификатор текущего юзера. Дальше мы получаем стрим. Стрим получен по user ID, по имени его. Так, вот мы его имеем. Со всеми полями, которые мы назначили до этого. И потом шлем стрим. Все, стрим послался, но на клиенте мы ничего не получили. А почему ничего не получили? Потому что, во-первых, для того, чтобы получать сообщения от этого стрима, нужны два условия. Первое, это стрим должен быть каким-то образом получен и существовать на стороне клиента. То есть
Что это означает? Это означает, что, например, возьмем и вот эту вот маленькую конструкцию можно написать даже прямо можно написать прямо в консоли streams get tags. Какой у нас идентификатор? Не помню. Сейчас посмотрим. Угу. Имя только нужно правильно вписать. Возьмем его вот отсюда. И что он нам выдает? Result 0. Почему-то. А почему 0? Streams get function console log. Red level 40. А, вот, стрим он нам вернул. Да, вот, все. Что-то я уже сам путаюсь. Да, вот он стрим вернулся, нормально получил. И вторым условием является то, что юзер должен быть к этому стриму подписан. Так называемый, participated по-английски. Да? Что это значит? Это значит в таблице streams streams participant должна быть строка, соответствующая этому стриму и текущему юзеру. Так, where stream name равняется, посмотрим, кто вообще подписан на этот стрим. Все подписчики находятся в таблице Streams Participant. Ага, а я подписан на этот стрим. Вот мой ID. Да, когда стрим создается, он автоматически, паблишер автоматически подписывается на этот стрим. Subscribed, yes, state participating, ля-ля-ля. И в принципе сейчас я должен... стрим получен на клиенте, и в принципе сейчас я должен получить в консоли message. Андрей, да. Один вопрос. Да. Таблицы Stream Participant. Там те, которые уже соединились к стриму, или те, которых были посланы сообщения? Здесь про сообщения в этой таблице содержатся юзеры, которые подписаны к стримам. Сообщения, которые посланы в стрим, содержатся в таблице Streams Message. Вот в этой таблице. Здесь просто указан Publisher ID, Stream Name и User ID. То есть вот этот вот юзер с этим ID подписан на стрим вот с этим именем и с этим Publisher ID. Понял? Вот, у него state, видишь? State participating. Вот если state participating, все, он значит, ну, participating. Как participating переводится с английского? Дословно. Ты помнишь? Сейчас посмотрим.
Участвующий, так и переводится. Вот, видишь, да? То есть, если поле state participating, значит получается, что текущий юзер участвует в этом стриме. Это значит, он будет получать от этого стрима сообщение. Так, очистим консоль и попробуем еще раз послать send message сделать. Send message нажали, и мы видим какие-то сообщения нам пришли в консоль. Так, какие? Сейчас посмотрим. Так, вот, раз сообщение, два сообщения, аж три почему-то сообщения нам. Тест message type. Странно, почему-то я три сообщения. Наверное, я слал сообщение до этого, и после того, как у меня они... сообщения стали в очередь, не присланные, и после того, как их уже можно присылать, они все сразу же и пришли. То есть вот в чем дело. Сообщение шлется типа тест message type, и вот с такими вот инструкциями А, Б, Б, Б. И что мы видим здесь? Сообщение от by user ID. Тут указывается user ID, которого мы указали вот здесь вот, от чего имени шлется сообщение. Дальше, что нас интересует, publisher ID, это не важно, это publisher ID стрима. Так, stream type, да, stream name, stream type, естественно, передается, имя стрима и тип стрима, от какого стрима шлется сообщение, и тип сообщения, который мы как раз указали при отправке, да, вот он, этот тип. Именно по этому типу мы сейчас его будем ловить. И instructions посылается JSON объект с этими вот маленькими переменами, которые мы ему передавали. Так, ясно. Все ясно, да, с этим. То есть, если мы залогинимся под другим юзером, из другого браузера. Нет, HTTP. Так. Залогинимся по другим юзерам из Firefox. Так, откроем. Откроем также тест. Андрей? Да. Андрей, слышишь? Тут последние иконки не показываются. Что? Когда обновляется, иконки не показываются. Ну, слушай, с этим сам разбирайся. Посмотри, откуда они идут и есть ли они у тебя там. Скорее всего, у тебя просто картинок нету и все. Так, давай с этим потом разберемся. Сейчас пока со стримами, да? О чем мы видео делаем, а потом уже насчет иконок. То есть здесь логинимся с помощью другого юзера. И для того, чтобы другой юзер получал сообщение от этого стрима, нужно его сделать тоже participating к этому стриму. Нужно его сделать join, так скажем. Да? У меня тут есть специальная кнопочка. Да, join to stream. Посмотрим, что она делает, эта кнопка. Так, она посылает запрос, get запрос в контроллер join. Вот он, да? Вот он join. Да, здесь что у нас получается? Здесь у нас мы получаем стрим. Также давай сделаем тот же самый стрим. Вот эти вот строчки скопируем. То есть мы получаем тот же самый стрим. И
И делаем просто stream join. Это мы присоединяем юзера к стриму на стороне сервера. Никаких дополнительных аргументов указывать не надо. Этот метод автоматически джойнит текущего залогиненного юзера к этому стриму. Так, сейчас посмотрим, попробуем. Так, нажимаем Join to Stream. Ух ты! Какой-то internal server error. Понял. Ну да, конечно. Publisher ID у стрима. У нас же другой юзер уже залогиненный. Поэтому Publisher ID нужно указать явным образом. Так, где этот стрим-то? Вот он. Вот этого Publisher ID возьмем сюда и вставим. Так, и поставим также сюда breakpoint. Join stream. Так, breakpoint сработал. Стрим у нас получили? Получили. Так, с name такой-то, да, именно то. И делаем stream join. Да, stream join прошел без ошибок. И теперь смотрим сюда в таблицу streams participant. У нас должна появиться еще одна строка. Да, появилась еще одна строка с этим именем стрима. Новый юзер присоединился с ID, ну вот с таким вот айдишником, да. Сейчас посмотрим, какой там у него текущий идентификатор в консоли. Вот, именно этот айдишник и есть, да. То есть мы подсоединили этого, subscribe no, participating yes, этого будет достаточно. Мы присоединили нового юзера к этому стриму, и теперь нам еще нужно этот стрим, кстати, получить, для того, чтобы получать сообщения от него. Так, что мы там в консоли писали? Ага, вот он этот код. Возьмем тоже здесь его напишем. То есть для того, чтобы сообщения получались от какого-то стрима, нужно, чтобы этот стрим был в кэше в браузере. То есть каким-то образом он где-то должен быть получен. Ну, в чем дело-то? Так, ладно, попробуем послать сообщение. Да, здесь тоже нужно получить, мы же обновили. Угу. И send message. Ничего. Так, Светлана, в чем дело-то? Вот. Почему-то он не с первого раза сообщение получает, а вот так вот, если send message сделать. Ничего не понимаю. У меня тут, блин, вот что оказывается. Ясно. У меня тут сессия дебаггера висела, поэтому сообщения не приходили. Так, да. И у нас что? Приходят сообщения, которые мы посылали, да? Угу.
Вот они приходят. В очередь там встали на сервере, и теперь приходят. И здесь тоже мы это видим. Так, вот у нас приходит сообщение как на одного клиента, так и на другого. Так, пишем send message. Почему? Потому что, наверное, нету. Угу. Пишем send, нажимаем send message. И вот мы видим, сообщения приходят, именно те, которые мы и отправляем. Как на одном клиенте, так и на другом. Вот тип сообщений, test message type и какие-то инструкции. Так, все, ясно. Для того, чтобы сообщения получались, нужно, во-первых, чтобы этот стрим был на клиенте, получен каким-то образом, находился в кэше. И, во-вторых, клиент должен быть participated к этому стриму. В этой таблице в Streams Participant у него должна быть запись у этого клиента, что он подписан на этот стрим. Так, на стороне сервера Participating делается с помощью Streams Join. На стороне клиента тоже есть аналогичная функция, аналогичный метод qstreams.join, по-моему. Нет, не join. Почему нет? Вот Жан есть. Ага, он еще ищет, ясно. Да, stream.join есть такая функция, мы ее рассматривать здесь не будем. Можно посмотреть либо в документации, либо найти по ссылке, по имени stream.join. Так, ладно, обоих юзеров мы подсоединили и месседжинг получаем. Теперь каким образом нам прописывать события, как нам ловить эти месседжи на стороне клиента? Делается это так. Делается это при помощи события onMessage. Так, да, это оно где меняется, а теперь где оно используется. Сейчас найдем пример использования и используем это дело. Блин, как тормозить, все невозможно. Такс. Так, вот, например, как это можно сделать. QStreams onMessage. Первым аргументом задается, по-моему, тип tags onMessage. Первым аргументом задается тип стрима, а вторым аргументом задается тип сообщения. Ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим Streams onMessage подробнее в документации. Ага. Так, Streams, Index, Events onMessage. Смотрим. Так, ага, вот. У него два аргумента. Первый аргумент the type of the stream. Да, первый аргумент тип стрима, а второй the type of the message, тип сообщения. То есть здесь пишем, какой у нас тип стрима. Streams custom.
и тип сообщения, который нам нужно поймать. Test message type. Таким образом, мы будем слушать все сообщения этого типа, которые исходят от стрима этого типа. Да? И дальше что? Дальше мы будем выводить, если поймали его, в алерте мы будем выводить, ну, пускай будем выводить там message.instructions. Будем выводить инструкции в QAlert. Так, попробуем. Обновим. Опять получим сообщение. Надо бы нам его куда-нибудь туда поставить. И нажимаем на Send Message. Так, да, вот пришло в консоль пришло само сообщение с типом Test Message Type. И вот сработал наш наш хендлер onMessageEvent, который выводит в QAlert Message Instructions. Вот он как раз это самое и делает. Понятно, да? То есть то же самое на другом клиенте. Так, я этот код запишу прямо, чтобы его через консоль не дергать. Вот сюда вот прямо его вставлю, чтобы при каждой загрузке страницы этот стрим читался. И обновим. Несколько раз даже. Так, вот стрим получен, мы видим, да? И теперь попробуем послать сообщение еще раз. Так, нажимаем на Send Message. Так, здесь сообщение получено. Даже несколько почему-то. И на другой стороне тоже мы видим, что сработал этот обработчик, то есть другой клиент тоже получил это сообщение. Причем несколько раз почему-то. Так, это один из способов, как поймать это сообщение. Это понятно? То есть, таким образом мы слушаем все сообщения типа Test Message Type, которые исходят от всех стримов типа Streams Custom. Можно также слушать сообщения, которые исходят только от одного конкретного стрима. То есть в данном случае мы так, вот это вот тогда. Да. Что? Это записывается. Да, это записывается. А что? Да. Так, это пока конструкцию закомментируем, которая слушает все стримы по определенному типу. И попробуем послать сообщение, поймать сообщение на конкретном стриме. То есть здесь мы получаем стрим с бэкэнда с таким-то паблишером ID, с таким-то именем. И в callback здесь у нас var stream равняется this.
И делаем так. Stream.onMessage. Так, забыл, как использовать. Сейчас посмотрим тоже. Так, да, можно использовать без того, чтобы получать стримы. То есть вот такая вот конструкция еще существует. .set. То есть можно вот так вот сделать еще. И здесь обработчик в set вставить. То есть, что мы тут делаем? QStreams.stream.onMessage. Это событие onMessage, в него передается в качестве аргументов, передаются Publisher ID и Stream Name. Вот они, как раз мы отсюда их берем. То есть паблишер стрима и имя стрима, а также последним аргументом передается тип сообщения, которое мы будем слушать. Какое сообщение слушаем? Андрей, Да. хочу на минуточку отойти, можно? Сейчас тогда на паузу поставим. И еще один способ слушать сообщение — это задать в методе в классе QStream onMessage event. В нем мы сразу же задаем в виде аргументов Publisher ID и Stream Name, а также тип сообщения, который будем слушать. И точно так же выводим в alert message instructions. Так, сейчас попробуем. Нет, это тоже нужно. Пока закомментируем. Так, нажимаем на Send Message. И получаем, да, это тот же самый alert. То есть вторым способом тоже работает, да? То есть вот это вот первый способ. Вот этот будет у нас второй способ слушать сообщение. А это будет третий способ. Так, с первым мы только что проверили, работает. И теперь еще сейчас рассмотрим последний способ. Это когда мы получаем стрим и напрямую делаем stream.onMessage. И здесь только указываем тип сообщения. .set. Ну, остальное все то же самое. Да. И здесь, кстати, для примера, у message, у объекта, который передается в аргументах, есть такой уже метод getInstruction. А вообще-то, может быть, здесь и нету. Нет, здесь, по-моему, нету. Ладно, в консоль его выведем, посмотрим, что там есть.
Так, нажимаем на Send Message. Теперь у нас просто message должен вывестись в консоль. Ага. Вот, Stream Message. Этот объект. И что у нас тут? Ничего особо-то интересного. Просто объект с какими-то полями, да? И с instructions. Ну, в общем, вот так вот. И потом получаешь в callback этот message, instructions, инструкции переводишь в JSON объект с помощью json.parse, по-моему, да? Или нет? И обращаешься уже с инструкциями, как с JSON объектом. Так, ну вот, в общем-то и все. Мы рассмотрели 3 способа, как можно реагировать на event on message на стороне клиента. Да? Да, еще одно важное дополнение. Последним аргументом в onMessage, как и в любом событии Cubix, является некий ключ, куда хендлер этого ивента будет складываться. То есть по умолчанию, если никакой ключ не задан, то имеется в виду ивент привязывается, в общем, к странице, к текущей. То есть, если страница выгружается, все ивенты, которые были на ней заведены, уничтожаются. Если сюда передать в виде последнего аргумента tool какой-то, то события привязываются к этому тулу. Если tool уничтожается, то хендлер для этого события, вот описанный здесь, тоже уничтожается. Это понятно? Ну или также можно сюда передать какую-нибудь строку, и, соответственно, этот хендлер этого ивента будет храниться там где-то в Cubix под ключом, вот под этой строкой. То есть потом, если с этим же ключом объявить еще один ивент, то этот хендлер перепишет тот, который был до этого. Таким вот образом. Об этом, кстати, да, нужно не забывать. Нужно не забывать о последнем аргументе, когда задаешь хендлеры для описания событий Cubix. Это понятно? Но об этом можно в документации тоже прочитать, а также об этом можно найти примеры использования в коде. Просто так ищешь и смотришь, как тут в других местах сделано. Да? Все, в общем-то, просто. Да. Так, ну, все, на этом можно заканчивать, да? Хорошо, но у меня вопрос есть.